Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сразу после анонса я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины «Блудный сын» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. Забегая наперед, скажу, что на вышивке «Блудный сын» наряду с другими персонажами уже почти полностью образовался еще один пес. Он-то, пес, и навеял мне афоризмов, мифов и народных поверий о собаках, которыми я охотно поделюсь с вами. Затем мы вновь отправимся в путешествие по знаменитым загадкам глубокой древности. Сегодня нас ждут пирамиды, без мистики. Фараоны не строили пирамид, они только приказывали их строить. Подлинными их строителями были люди, которых отправили на многолетнюю тяжелую работу начальники. О том, как воздвигались пирамиды, и пойдет речь во второй части видео. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. На начало отчетного периода моя работа выглядела так. А затем 6 июля. Только что закончила вышивать участок неба на базарном дне. И все, перехожу на возвращение блудного сына. Так что можно сказать, что взял свое начало новый отчетный период. Но сейчас по обыкновению давайте посмотрим, что мы будем вышивать. Вышиваться будет, друзья, одеяние отца. Будем вести его к завершению. А также лапки друга, вернувшегося сына, собаки. А теперь давайте посмотрим, насколько сложным нас ждет участок. Так, встречают нас, как обычно, единички, их совсем немного, буквально 7 штук. Почему нас встречают всегда единички, друзья? Потому что я вышиваю от меньшего к большему. И идем дальше, смотрим. Так, у нас добавились цвета собаки. Вот какое разнообразие идет. Складки отца будут кремово-зеленоватые, как обычно. И самый масштабный участок у нас будет состоять из 229 крестиков. Ну вот, друзья, 8 июля сегодня. Вчера было 7, я вышила 408 крестиков, а в субботу я вышила 244 крестика. Да, друзья, вот так по крупице вышиваю эту область. И на данном этапе кажется, какая белиберда, что-то совсем непонятное, невразумительное вырисовывается. Ну, там, где складки одежды отца, еще как-то можно о чем-то догадаться. А далее набор непонятных крестиков. Хотя расположение они имеют, сейчас я вам покажу. Вот, например, вот такое. Их легко связать между собой. Так что эту группу крестиков вполне можно назвать приятной. 9 июля. И я закончила. Вот так это, друзья, выглядит. Вот такая красивая, элегантная свисает складочка на одежде отца светло-болотного цвета. Пол немножко виден, на котором уже твердо стоит лапка собаки. Вот ее шерсть какая красивая, рыже-огненная. Да, 4 дня мне потребовалось на вышивку этого фрагмента. Сейчас я размечу участок ниже. И, друзья, уже полностью у нас будет закончен отец. И будет вышиваться пол. Так, готов этот участок, а вместе с ним еще один персонаж, один из главных. Это отец.
Данную картину религиозного жанра художник написал на тему покаяния. Суть произведения – обращение героя к вере, возвращение к Богу. Несмотря на то, что картина носит название «Блудный сын», важным персонажем является отец. Белые с легким кремовым оттенком одежды старца указывают нам на чистоту и благородство этого человека. Согласно религиозной семиотике, знаковой системе, белый цвет символизирует чистоту и непорочность, причастность к божественному миру. Художник изображает героя духовно сильным и прекрасным. Отец – воплощение силы человека, способного прощать. Да, отец вышивался легко. Хорошие группки крестика были слажены, недалеко друг от друга располагались. Ну а пол по-прежнему вышивается россыпью. Занимает это, конечно, больше времени. Но ничего. Все вышьем, одолеем и будем любоваться. А сейчас будем перемещаться вправо и займемся собакой. Вот такой красавчик у нас получается. В символизме христианства собака означает верность, бдительность, охрану. Возможно, именно поэтому мне захотелось назвать нашего пса Аргусом. Напомню, Аргус – охотничий пес, персонаж древнегреческой поэмы «Одиссея», воплощение собачьей преданности. Принадлежал Одиссею, который вскормил его до своего отъезда на войну. В молодости он славился чутьем, быстротой и смелостью. Тайком вернувшись домой через 20 лет, Одиссей находит Аргуса лежащим на навозной куче, дряхлого, слабого, завшивившего, забытого нерадивыми слугами. Аргус, в отличие от других обитателей Итаки, мгновенно узнает хозяина, но не находит сил даже подползти к Одиссею. Лишь от радости виляет хвостом и поджимает уши. Одиссей, чтобы не выдать себя, также не приближается к Аргусу. Украдкой проливает слезу и проходит мимо, после чего Аргус умирает. Мифы и народные поверья о собаках. С давних пор древнейшие спутники человека собаки будоражат наше воображение. О самых преданных четвероногих друзьях сложено немало легенд и мифов. В религиях народов мира можно проследить существование культа животного. Властелин Олимпа Зевс, являясь людям, превращался то в быка, то в лебедя, то в орла. Богиня-мать Исида принимала облик человека с коровьими рогами, а бог Пан шагал, опираясь на козлиные ноги. Древнегреческий бог Анубис приставал перед людьми то собачьей, то шакалей головой. В мифах большинства народов мира собака выполняет роль посредника между людьми и потусторонним миром. Вой собаки часто ассоциируется с предвестником чьей-то близкой или только что наступившей кончины. Египетский бог смерти Анубис, изображавшийся с телом человека и головой собаки, сопровождал усопших в мир иной. Его изображения обнаружены на стенах погребальных камер и гробниц Египта. Он конвоировал души умерших в зал судилища для взвешивания их душ на специальных весах, используя в качестве разновесов легчайшие пушинки. В Египте существует миф об Анубисе, сыне Осириса. Мать Анубиса, опасаясь гонений со стороны всесильной сестры Исиды, спрятала его на берегу моря. Анубису, оставшемуся без воды и пищи, грозила голодная смерть. Однако Исида, сжалившись, отправила на его поиски собаку, которая нашла его и вскормила своим молоком. Анубис выжил и, повзрослев, принял облик бога с телом человека и головой собаки. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, в Древнем Египте собаке отводилась роль не только охотника, охранника имущества, стража или развлекателя подрастающего поколения, но прежде всего
божества. Смерть собаки вызывала погружение домочадцев в глубокий траур. Тело усопшей собаки бальзамировали, оборачивали тонкими тканями и торжественно относили на специальное кладбище для собак, существовавшее в каждом городе. В соответствии с тогдашним обычаем египтяне брили головы и длительное время не прикасались к еде. В честь собаки египтянами даже был построен специальный город – город собак. Если кто-то из жителей других городов убивал такую собаку, и его население считало это достаточным поводом для объявления войны. Пытавшихся спрятать тело убитой собаки все равно находили. Видимо, отсюда и пошло выражение «вот где собака зарыта». Персонаж древнегреческой мифологии трехглавый адский пес Цербер, шея которого украшена грозно шипящими змеями, сторожил выход из мрачного царства Аида от попыток душ умерших вернуться в мир живых. Он впускал туда всех, но не выпускал обратно никого. Согласно древнейшим текстам, Цербер приветствует своих хвостом, а хвост этот змея, входящих в ад, и разрывает на куски тех, кто пытается убежать. В более поздней легенде он кусает новоприбывших. Чтобы его умилостивить, в гроб умершего клали медовый пряник. В одном из древнегреческих мифов рассказывается, что Орфей, пытаясь вернуть Эвридику из царства мертвых, заворожил страшного сторожа Цербера своим пением. В другом пророчица Сибила покровительствовала бежавшему из разрушенной Трои Энею и помогла ему спуститься в подземное царство Аида, бросив Церберу лепешку со снотворной травой. Вероятно, ничто мирское грозному стражу не было чуждо, и обыкновенная подачка сокрушала все его жесткие принципы. Там же, в царстве Аида, на берегах священной реки Стикс, водились чудовищные собаки. Они сопровождали свиту богини Гекаты. Древние приписывали ей то собачий лай, то собачью голову, то наружность собаки. Безлунными ночами она блуждала по дорогам и мимо могил, сопровождаемая собаками и всякого рода привидениями и чудовищами, насылая на спящих людей жуткие кошмары и ужасные сны. Геката считалась помощницей в колдовских делах. Чтобы задобрить ее, люди приносили ей в жертву собаку. Многие ученые древности полагали, что собака обладает божественной сущностью. Греческий философ Сократ имел обыкновение клясться собакой, а премудрый Платон считал ее большим философом. По возвращении из Египта в Грецию математик Пифагор настоятельно рекомендовал своим последователям держать собаку у рта умирающего, так как считал, что только эти животные достойны принять отлетающую душу человека, чтобы сохранить его добродетели. По свидетельству великого Гомера, только верный пес Аргус признал постаревшего Одиссея, вернувшегося из долгих странствий и похождений в родной дом и начавшего наводить там надлежащий порядок. Это, вероятно, первый случай собачьей верности, описанный в литературе. Обратил внимание на собаку и другой известный человек античной Греции, знаменитый Диоген, следовавший в своей жизни заповедям свободы. Ее символом он считал бездомную бродячую собаку, которая не обременена необходимостью придерживаться правил приличия. Александр Македонский, познакомившийся с Диогеном, услышал от него такой совет: «Приобрети себе собаку, которая за тебя будет облаивать людей, не нравящихся тебе». На что Александр воскликнул: «Если бы я не был Александром Великим, то хотел бы быть Диогеном». Культ собаки существовал в Перу задолго до культа солнца. Индейцы Аляски вели свое происхождение от местных собак-лаек. Не были исключением индейцы Северной и Южной Америки.
Они считали, что их Бог сотворил мир из ничего, создал все вещи, явления природы и живых существ, кроме собаки, которую ему не пришлось создавать, так как, по их мнению, она была всегда. У ацтеков Северной Америки собака считалась священной. Согласно их воззрениям, душа человека может спастись после его смерти с помощью собаки, которая поможет найти душе человека верный путь в потусторонний мир. Поэтому перед смертью ацтек обязательно смотрел на свою собаку, обнаруживая в ее преданных глазах готовность исполнить любое желание хозяина. В сказаниях некоторых африканских народов собака выступает как добытчица огня. Считается, что Всевышний послал людям собаку с пылающей ветвью. С тех пор собакам позволено спать у огня. Когда-то различные племена Эфиопии полагали, что Бог существует в образе собаки. Причем своеобразным индикатором одобрения какого-либо поступка было виляние собачьего хвоста. Чем оно было активнее, тем богоугоднее. Если же собака вылизывала человека или часть его тела, то это считалось великой милостью Всевышнего. И наоборот, злобный лай собаки определенно воспринимался как проявление Божьего недовольства, а рычание пса на подданного могло стоить тому головы. Культ собаки был распространен и в Древней Месопотамии, куда собаки попали из Центральной Азии еще в незапамятные времена. По преданию древних месопотамцев, именно собака с 4 желтыми глазами охраняла мост, ведущий душу покойника в потусторонний мир. Избиение собаки осуждалось древними ассирийцами и вавилонянами как преступление, ибо, заявляли древние мудрецы, не может дом существовать сам по себе без домашнего пса. Но в то же время, как и в древности, так и в средние века, суеверное отношение к собакам, что называется, било через край. Например, пес черного окраса воспринимался маскировочной оболочкой дьявола. В легендах Старой Англии черная собака всегда несла зло, являясь предвестником всякого рода несчастий, болезней, смерти. В Уэльсе, например, все были твердо убеждены, если вблизи дома умирающего человека появляется черная собака, значит душа покойника на том свете обречена на муки вечные. В XV веке в Европе полагали, будто собака дружит с темными силами. Прежде всего это касалось особей черной масти. Черная собака и дьявол в мышлении средневекового человека ассоциировались со зловещим союзом сил мрака. В тогдашней Европе широкое распространение получило следующее предубеждение. Собаки обладают способностью общаться со всякого рода потусторонними силами. Случалось, что ни в чем не повинных собак, в первую очередь черных, на процессах ведьм казнили повешением. До сих пор чешские пастухи предпочитают собак белой масти. Они считают, что черные собаки могут нанести вред скоту. Однако, по их представлениям, заболевшую скотину может излечить черная же собака. Для этого достаточно в миску с водой положить горящие угли, а затем облить этой водой черного пса. И все болезни скотины тут же перейдут на собаку. Однако и сейчас суеверию людей нет границ. В Индии очень популярна йога для собак, занятия которой проводятся в специальной школе йоги. Примерно 200 человек, в основном женщины, регулярно приводят своих питомцев на часовые занятия. Поклонники этой школы утверждают, что йога поможет избавить животных от дурного глаза, наветов и всякого рода болезней. И все же люди пронесли свою любовь к собакам из глубины веков вплоть до сегодняшнего дня, а те, в свою очередь, отвечали на это взаимностью, преданностью и верностью истинных друзей человека.
Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака. Если собака кусает, ей нужна либо кость, либо палка. Если держишь собаку на привязи, не ожидай от нее привязанности. Медовый месяц заканчивается, когда домашние туфли мужу приносит собака, а ворчать начинает жена. Когда между собакой и кошкой вдруг возникает дружба, то это не иначе, как союз против повара. И напоследок, если вы можете начать свой день без кофеина, если вы всегда можете быть жизнерадостным и не обращать внимания на боли и недомогания, если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами, если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарным за это, если вы можете понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени, если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так, не по вашей вине, если вы можете спокойно воспринимать критику, если вы можете относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому, можете обойтись без лжи и обмана, бороться со стрессом без лекарств, расслабиться без выпивки, а заснуть без таблеток, если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, значит вы достигли уровня развития своей собаки. Она тоже все это может. Ну, давайте вернемся к нашему ухоженному и окруженному заботой Аргусу. Так, ну а мы сейчас будем спускаться с вами ниже и продолжим вышивать. А новый фрагмент ознаменуется скромными пожитками блудного сына и вышеупомянутой лапкой собаки. На пути нам встретятся 3 единички, 3 двушечки и несколько трешечек. Не буду уже считать. Ну, друзья, все как обычно. Участок многоцветен, интересен. Будем вышивать. Мне всегда интересует, какой символ самый крупный по количеству крестиков. Так, 201 крестик будет содержать самый крупный символ на данном выделенном участке. Приступим. Да, как я ни старалась, закончить этот фрагмент полностью к съемке видео мне не удалось. Ничего, оставшиеся 380 крестиков я, конечно же, обязательно вышью и перейду к следующим. Вышито уже, друзья, 71,9% картины. В крестиках это составляет 155 860. За 13 дней мне удалось вышить 10 560 крестиков. И нам осталось 60 940. По основному процессу все, друзья. Теперь перейдем к дополнительному. 5 июля взял свое начало новый отчетный период. Начинаю я его с картины «Базарный день». Вот на таком этапе сейчас находится вышивка. Вышиваем небо, приветствуем Юпитера, приближаемся к завершению. Осталось вышить последний символ, и, друзья, будет перемотка. Белое на белом, конечно, не очень хорошо видно, но, в общем, понятно. Вышиваю облако. Закончила я наконец-то эту часть неба. И все, сейчас долгожданная произойдет перемотка. И все. Вот такая часть картины готова.
Небо словно настоящее. Поразительно, ничего не разбито в пиксель. Плавные переходы цветов. Бесподобно. Вышито уже 7,96% картины. В крестиках это составляет 27 605. За 2 дня мне удалось вышить 1400 крестиков. И впереди еще 318 845. Мать честная. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 15 дней в общей сложности мне удалось вышить 11 960 крестиков. И недаром все континенты рукоплещут труженикам. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Пирамиды без мистики. Фараоны не строили пирамид, они только приказывали их строить. Подлинными их строителями были люди, которых отправили на многолетнюю тяжелую работу начальники. О том, как воздвигались пирамиды, рассказал Геродот. Самую большую пирамиду, пирамиду фараона Хуфу, по-гречески Хеопса, возвели около 2600 года до нашей эры. По позднейшим подсчетам, на ее постройку пошло около 2 300 000 каменных блоков и плит. Каменные блоки вырубали недалеко от места строительства, в гранитных скалах, вздымающихся на высоком берегу Нила. А использовавшиеся для облицовки пирамиды плиты песчаника перевозили на судах из каменоломен на противоположном берегу. Гранит, обладающий большой прочностью и применявшийся во внутренних коридорах, камерах и для подкладки под внешнюю облицовку, также привозился на судах, но с гораздо большего расстояния, из окрестностей теперешнего Асуана, отстоящего от пирамиды примерно на 1000 километров. Всего надо было передвинуть около 60 миллионов центнеров камней. Но самой тяжелой работой был не перенос или перевозка каменных блоков, а их вырубка и шлифовка до точных размеров. Ведь тогда еще не знали острых и прочных стальных орудий труда. Люди тогда не знали даже бронзы и изготовляли свои орудия из чистой меди, поэтому они быстро приходили в негодность. А лезвия ножей, сверла и топорища, серпы и зубья пил делали даже не из меди, а из кремня. Сколько медных инструментов получили строители пирамид с царских складов, нам неизвестно. Но так как в то время медь, добывавшаяся в рудниках в пустынях Синайского полуострова, была предметом дорогим, то вряд ли инструменты из нее раздавали направо и налево. Большую часть каменных блоков, очевидно, вырубали при помощи деревянных клиньев, размещенных на расстоянии пяди друг от друга. Клинья вбивали в отверстия в скале, сделанные кремневыми сверлами. Вероятно, клинья поливали водой, чтобы, разбухнув, они расщепляли скалу в нужном направлении. Так египтяне получали миллионы каменных блоков прямоугольной формы, которые они потом обтесывали и шлифовали, чтобы все их стороны были одинаково гладкими и в точности соответствовали размерам, данным надсмотрщиками. Переведя все это на язык сегодняшних мер, можно сказать, что средний объем такого блока был 1 кубометр, вес около 25 центнеров. Но попадались среди них, как исключение, блоки весом в 500 центнеров. Голыми руками поднять и перетащить даже самый небольшой из этих блоков невозможно. Для этого потребовалось бы столько людей, что они не поместились бы около него. Нужны были средства для подъема и переноса блоков, рычаги, козлы и сани, крепкие канаты и, конечно, множество людей, которые, напрягая все силы, тянули канат. Все тянули и тянули под звук ритмичной команды. Эй, ух, эй, ух. По-древнеегипетски этот побуждающий к работе выкрик звучал, конечно, по-другому.
но в том, что раздавался он часто, нет сомнений. Ну а другой побудитель – бич. Насколько нам известно, бич свистел нечасто. Каменотесы-перевозчики-строители были не загнанными насмерть тысячами гибнущими рабами, а работниками, жившими в сносных условиях, работниками, которым за выполненную работу выплачивалось казенное содержание. Несколько тысяч таких постоянных работников трудилось круглый год. А во время обычного разлива Нила, когда нельзя было выйти на поля, на строительство из ближних и дальних деревень приходили огромные вспомогательные отряды крестьян, находившихся на своем довольствии. Всего этого мы, конечно, точно не знаем. Мы об этом лишь догадываемся, так как записи тех времен еще очень скудны. Но дошедшие до нас документы более позднего времени говорят о хорошо организованных и хорошо снабжавшихся армиях работников, которые трудились сообща безо всякого грубого принуждения. Вот обращение фараона Рамзеса к своим ловким, умелым, как на подбор, каменотесам. «Для вас наполню я склады всем, что потребно, пищей, мясом, сладким тестом, сандалиями, одеждой, чтобы защищать ваши тела, множеством мазей, чтобы вы умощали свои головы каждые 10 дней. Дам я вам одежду на целый год, чтобы ноги ваши твердо стояли на земле каждый день, и чтобы никто из вас не вздыхал во сне из-за нужды. Я назначил много людей следить за тем, чтобы вы ни в чем не нуждались. Рыбаков, чтобы доставляли рыбу, садовников, чтобы выращивали растения. На гончарных кругах изготовлена для вас посуда, сделаны кувшины, чтобы охлаждать для вас воду в летнее время. Для вас движутся гребные суда из Верхнего Египта в Нижний, из Нижнего Египта в Верхний, с ячменем, зерном, пшеницей, солью, бобами в неограниченном количестве. И делают это они для того, чтобы с послушным сердцем работали бы вы для меня. Работники были поделены на группы по 5 человек. Во главе такой пятерки стоял ответственный, который работал вместе со своими людьми. Более крупными единицами, состоявшими из многих пятерок, руководили освобожденные надсмотрщики, а ими начальники все более и более высокого звания. Организация эта по форме напоминала саму строящуюся пирамиду. На вершине стоял лишь один человек, главный руководитель работ, который отвечал перед верховным сановником фараона за все строительство, за то, чтобы оно шло так, как было предписано, потому что весь ход работ был расписан заранее. И то, сколько камня нужно для всей пирамиды, и то, сколько людей, сколько инструментов, сколько дерева и канатов, сколько судов для речных перевозок, сколько хлеба, мяса и другого продовольствия для работников, а также сколько льняного полотна для одежды и так далее. А еще и то, на сколько лет рассчитана работа, и сколько надо сделать в год, чтобы пирамида была готова в срок. Пирамида Хуфу строилась около 20 лет. Каждая ее сторона имела ширину в 232,5 метра, сейчас 230, высоту в 146 метров, сейчас 137. Она построена чуть ли не целиком, за исключением нескольких камер и коридоров, из плотного камня. Грани пирамиды обращены к 4 сторонам света. Вход в гробницу находится на северной стороне на высоте 16 метров над землей. Но наиболее удивительными являются, пожалуй, не размеры пирамиды, а та неимоверная точность, с которой было определено ее место так, чтобы грани оказались повернуты к 4 сторонам света. И точность, с которой были вытесаны, отшлифованы и подогнаны камни так, что их углы и кромки безупречно совпадали. Нигде ни щели, ни трещины, за исключением тех мест, которые позднее разломали искатели сокровищ или собиратели камней. Правда, согласно современной альтернативной теории, египтяне вовсе не вырубали блоки в скалах, а сначала дробили известняк, а затем получали специальный строительный раствор, который заливали в деревянную опалубку, получались строительные блоки.
подобный способ, по мнению исследователей, занимал гораздо меньше времени и не требовал большого числа рабочих рук. Новая гипотеза позволяет ответить на вопрос о том, как древним строителям удавалось подгонять каменные блоки настолько точно, что между ними практически нет зазоров. Как предполагают ученые, боковины готовых блоков могли использоваться в качестве формы для отливки между ними нового блока. Такой способ почти исключает образование пространства между строительными элементами. В непосредственном соседстве с пирамидой Хуфу стоят гробницы двух других фараонов, потомков Хуфу. Пирамида Хафра, Хифрена, первоначально имевшая высоту 136,5 метров, сейчас она лишь чуть ниже, и пирамида Менкаура, Микерина, высотой всего лишь 66 метров. У подножия их примостилось несколько карликовых пирамид и целый город гробниц. Здесь покоились родственники фараона, знатные египтяне, пока покои их не нарушили опустошавшие гробницы грабители, а позже археологи. Этот некрополь, город мертвых, лежал на западе от древней столицы Мемфиса. Древние египтяне называли его только западный город, и покоившихся здесь ни за что на свете не назвали бы мертвыми, в крайнем случае утомившимися, ведь они и сами мечтали со временем попасть сюда, в число живущих и после погребения. Поэтому западный город все дальше и дальше простирался по узкой полосе на левом берегу Нила, на рубеже между плодородной землей и пустыней, достигнув в конце концов 60 километров в длину. В этом странном городе имелось немало и живых людей, главным образом жрецов и храмовых слуг, ухаживавших за знатными покойниками. Так как ушедшие из земной жизни по общему поверью продолжали жить дальше в загробном мире, их надо было снабжать едой и питьем. Фараонов ежедневно, других раз в неделю или еще реже. Жрецы западного города получали обычно в дар землю, поместье, чтобы до конца земной жизни не было у них других забот, кроме верного служения утомившимся. Служили утомившимся и другие, погребенные вместе с ними рыбаки, охотники, пастухи, землепашцы, хлебопеки, пивовары, повара, песцы, музыканты, танцовщицы. К счастью, подобные массовые погребения всегда, если не считать самых древнейших времен, были символическими. Вместо реальных слуг усопшего вельможу сопровождали в гробницу символизирующие их маленькие статуэтки или каменные барельефные фигуры. Считалось, что достаточно их изобразить, чтобы в таинственном мраке замурованной погребальной камеры они ожили и продолжали каждый заниматься своим делом. Бывали и такие случаи, когда мастер, вырезавший и раскрашивавший изображения на барельефах в гробнице, увековечивал среди многих других фигур и себя, таким образом своим даром обеспечивая себе бессмертие. У нас все это вызывает недоуменную улыбку. Египтяне же не видели в этом ничего смешного, ничего несообразного. И именно твердая вера в продолжение жизни побуждала их к созданию таких художественных творений, которые никак не могут вызвать снисходительной усмешки. Мы смотрим на них, и даже через столько тысячелетий нас охватывает изумление, а иногда даже благоговение. Мы точно знаем, какая гробница была предком тех 60 с небольшим, дошедших до нас пирамид. Более того, догадываемся даже, в чьей голове зародился ее проект. Звали его Имхотепом. Он был сановником фараона Джосера в 2700 году до нашей эры, сведущих во многих науках, но прославился больше всего как врач и зодчий. Позднее египтяне чтили его как бога. Много скульптур Имхотепа вырезали и вылепили египтяне, изображая его сидящим на стуле со свитком папируса в руках и в раздумье смотрящим перед собой. От того времени, когда жил Имхотеп, до нас дошел лишь постамент скульптуры с остатками ступни ног, на котором можно прочесть его имя. Этот постамент подтверждает, что Имхотеп
был реально жившим человеком. Но тогда могут быть правдой эти легенды, в которых говорится, что проект усыпальницы Джосера, предшественницы всех пирамид, и целого ряда окружающих ее строений принадлежит Имхотепу. Территорию в 150 тысяч метров квадратных Имхотеп обнес каменной стеной высотой в 10 метров, в которой после окончания работ не было ни одного входа. Имелись в ней 14 ворот, но это все были ложные ворота, тщательно замурованные. Внутри стояли дворцы и святилища, а посередине возвышалась шестиступенчатая, прямоугольная, высотой в 60 метров пирамида. Точнее, 6 поставленных одна на другую, уменьшающихся кверху мастов. Находящаяся под ними погребальная камера уходила в землю на 28 метров. Весь комплекс заупокойных сооружений был построен из камня, хотя в долине Нила, как свидетельствуют археологические находки, до тех пор строили лишь из глины, сырцового кирпича, тростника и дерева. Камень же использовался редко. Откуда набрался Имхотеп храбрости взяться за такое предприятие? Как сумел он сконструировать или поручить сконструировать другим никогда ранее невиданные орудия, инструменты и средства передвижения, которые были необходимы для этих монументальных работ? Где он нашел или как воспитал умелых мастеровых, ремесленников и художников, каменотесов, камнерезов, перевозчиков камня, строителей, воятелей, резчиков барельефов и живописцев? И как вообще пришло Имхотепу в голову, используя труд тысяч работников, поставить такое огромное строение над погребальной камерой Джосера? Многие объясняют это тем, что гигантские пирамиды ступени, по верованиям египтян, должны были помочь душе усопшего фараона подняться на небо. Но почему тогда потомки Джосера строили пирамиды не ступенчатые, а правильной формы? Мы не знаем. Мы не знаем многого, очень многого. И, пожалуй, не узнаем никогда. Пирамиды со всеми относящимися к ним храмами, залами, коридорами фараонов строились еще при жизни фараона. Преемникам в крайнем случае доставалось закончить постройку. Но в этих случаях она и выглядела как работа несовершенная, возведенная наспех. Поэтому каждый фараон старался закончить свою усыпальницу в срок. С пирамидой первого царя четвертой династии фараона Сноуфру случилось непредвиденное. Он хотел, чтобы она достигала 120 метров в высоту. Но когда строители дошли только до 40 метров, они заметили на строящемся каменном колоссе подозрительные трещины. Они тщательно заделали их, но, по совету своих ученых, фараон решил сделать пирамиду не столь круто идущей ввысь. Грани были надломлены, и пирамида получилась высотой лишь в 97 метров. Но трескаться продолжала и дальше. Потолок и стены, скрытой в ней погребальной камеры, пришлось подпереть кедровыми балками. Сноуфру решился ради вечной жизни построить еще одну пирамиду. На этот раз ему повезло. Она была готова не только вовремя. Пирамида высотой 99 метров была совершенно безупречна и получила название Сноуфру сияет. Превзошла ее только гробница следующего фараона – Хеопса. Пирамиды не дают покоя человечеству. Вот уж где на каждом шагу тайные загадки. В пропорциях и размерах усыпальницы Хеопса, поражающих своим совершенством, одни прочли законы мироздания, ставшие известными жрецам Древнего Египта, и ими зашифрованы. Другие видели в пирамиде Хеопса то солнечные часы высокой точности, то обсерваторию. Третьи – причал для библейского ковчега или посадочную площадку летающих тарелок. Но даже если отвлечься от экзотики, то загадок остается много. И одна из главных – сохранилась ли мумия фараона? А если да, то где ее искать? В середине 80-х годов XX века два молодых французских архитектора вместе с группой инженеров и техников решили убедиться, действительно ли внутри пирамиды Хеопса остались неизвестные помещения.
Их бурильные установки проникли в какое-то помещение, но оно оказалось забито песком. За французами последовала экспедиция японских ученых, пользовавших сверхчувствительной аппаратурой. Данные электромагнитных исследований, заложенные в компьютер, должны были уточнить внутреннюю структуру пирамиды. Приборы обнаружили неизвестные пустоты и множество подземных камер вокруг пирамиды. Куда они ведут? Почти 5000 лет назад главный строитель Химеун создал для фараона усыпальницу, где его тело, подготовленное для вечной жизни, спокойно дожидалось бы возвращения царственной души. Химеун сделал все, чтобы преградить живым доступ в погребальную камеру фараона. Современные любители мистики не верят Геродоту, который описал тяжелый, просто титанический, но вполне понятный процесс строительства пирамиды. Они говорят о неизвестных нам видах энергии, доступных египтянам, при помощи которых многотонные блоки они перемещали по воздуху. Но все оказалось до обидного просто. Химеун придумал обстроить скалу. Как говорил Филон Александрийский, не предполагая, наверное, насколько он близок к истине, горы камня на горах камня. На поверхности скалы в процессе подготовительных работ прорезали наклонные плоскости для подъема строительного материала. По мере строительства наклонные плоскости, перекрытые сверху плитами, становились лазами. По ним шел вверх поток блоков. Получалось, что внутреннее обустройство пирамиды шло снизу вверх, а наружная обкладка сверху вниз. И никакой мистики. В первые 10 лет строили и подъездную дорогу, и внутрискальные работы. Их проводили открытым способом. Об этом тоже рассказали Геродоту жрецы. Очевидно, именно в первые 10 лет в скалах были вырублены те 30 комнат для сокровищ, о которых повествовала в «Тысяче и одной ночи» Шахразада. Но доступ к ним Химеун преградил надежно и хитроумно. Он сохранил рабочие лазы, отслужившие свое в качестве транспортных путей водостока-воздуховодом. Они стали для грабителей пирамиды дорогой, ведущей в никуда. Чтобы сбить их с толку, одному из рабочих помещений зодчий придал вид царской комнаты. Даже для достоверности саркофаг сюда поставил. И, как показали позднейшие события, расчет его блестяще оправдался. Возможно, и для строительства пирамид Хифрена и Микерина, и для знаменитого Большого сфинкса тоже использовали скальное ядро. Считалось, будто 3 пирамиды в Гизе строились в разное время, с разрывом чуть ли не в столетие. Однако исследования последнего времени пошатнули эту каноническую версию. Обсчеты и сопоставления площадей оснований, объемов всех 3 пирамид позволили говорить о явной архитектурной гармонии всего этого ансамбля. И если Химеун – автор всех 3 проектов, тогда не только Хеопс, но и другие фараоны столь же хитроумно защищены сетью обманных ходов своих усыпальниц. Еще одна версия. Пирамиды Хеопса и Хифрена возведены над подземными озерами, в середине которых до сих пор находятся острова с усыпальницами фараонов. Об этом писал Геродот. Вода по искусственному руслу образует остров, на котором, как говорят, погребен Хеопс. Исследователи Геродоту не поверили и даже досадовали по поводу того, что в V веке до нашей эры он распространял цветистую выдумку. Кстати, о наличии в пирамиде бассейна говорила Шахразада. Но не следует забывать и религиозную традицию. Она диктовала необходимость озера-бассейна для загробной жизни фараона, и Химеун его построил. Современные приборы с их проникающей способностью вполне могут показать искусственное русло, идущее под столом тупикового колодца в направлении восток-запад. Русло, по которому можно проникнуть туда, куда живым вход запрещен. А может быть, и не стоит искать мумию Хеопса?
Сохранились сведения о том, что многолетнее строительство чрезвычайно надоело египтянам. Вскоре после смерти Хеопса они подняли восстание и выбросили драгоценную мумию, чтобы он уже никогда не возвратился. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.